Конечно. Друзья, я рада приветствовать вас на очередном Smart Talks. Он не просто очередной, он 60-й, юбилейный. Вот, поэтому, собственно, Вадим, тебе очень повезло. Сегодня у нас два доклада. И первым будет наш консультант Вадим Матвеев, который расскажет про механизмы Product Configuration Models и, собственно, как они применяются, и покажет примеры. Правильно? Совершенно верно. Отлично. Тогда я еще предлагаю всем выключить звук, выключить по возможности телефоны, ноуты и окунуться в мир Product Configuration Models. Всем привет. Сегодня я буду рассказывать о Product Configuration Model, или по-русски модель конфигурирования продукта. Значит, все. Значит, инструмент очень интересный. Он мне сразу понравился, когда я только увидел. Он мне напомнил проект один, очень давний. Я по этому тему выбрал, там пример мебельное производство. Значит, проект был по автоматизации производства комплектов мягкой мебели. Инструмент как будто специально придуман для подобных задач. Ну, я начну, первая часть будет выступления примера из бизнеса, из практики. То есть это в основном те проекты, которые я делал, то есть те производства, которые я знаю более-менее изнутри, то есть специфику. Дальше раскрытие механизмов в Axapti, как это настраивается, и показ на настроенной модели рабочей. Ну, значит, первый, самый основной, ну, начнем с чего? Начнем с проблематики, как всегда. Зачем это все надо? То есть какие проблемы мы решаем, из-за чего возник такой инструмент. Ну, прежде всего, это большой ассортимент номенклатуры. Кстати, на эту тему когда-то давно, когда только начиналась автоматизация, я помню еще те времена, самые первые клиенты компании были в основном те, у которых был большой ассортимент. То есть это всякие там автозапчасти, всякие прокаты и прочее, прочее. То есть чем больше была номенклатура, тем острее вставал вопрос автоматизации. То есть большой ассортимент им сложно управлять во всех отношениях. Сложность идентификации. То есть когда большая номенклатура, всегда возникает проблема идентификации. То есть клиент пытается выразить, что же он хочет купить, а продавец пытается понять этого клиента точно и корректно и быстро. То есть возникают всякие там сложные длинные коды, маркировки и так далее. Это сложно, это запутывает. Распухает номенклатурный справочник. То есть если делать бездумно, просто создавать на каждый вариант, например, комплекта мягкой мебели, создавать item, то есть номенклатурную единицу, то справочник становится огромным. Как следствие этого он распухает, он медленно начинает работать, сложно строить отчеты, сложно их анализировать. Потому что есть принцип такой, что отчет для принятия решения должен быть на максимум страничку А4, не больше. Тогда его можно нормально воспринимать. Ну вот примеры, такие классический майкрософтовский пример, который повторяется везде по этой теме, при описании этой темы, это продажа велосипедов, то есть они там бывают в разных цветах, прогулочные, гоночные, горные и так далее. Вот. Ну, чтобы было интереснее, я взял пример мягкой мебели из практики, то есть это я рассказываю то, что я автоматизировал производство в свое время и продажу. Также, чтобы было понимание, почему используются такие универсальные вещи, как атрибуты, как компоненты, то есть все вот эти составляющие этого инструмента, я тут набросал, ну, штук 5-6 достаточно много примеров из разных отраслей, чтобы было понятнее, что этот инструмент, он универсальный. Ну вот пример первый. Значит, в Axapti есть такое понятие, от самого крупного к более мелким частным. Это самое большое, это ассортимент. Ассортимент может присваиваться, например, розничному магазину, сети, каналу продаж и так далее. То есть это очень крупное. Ну вот, например, для металлургии это может быть черные металлы, цветные металлы. Дальше идет item group, то есть номенклатурная группа.
Это, к примеру, прут, труба, швеллер, двутавр, уголок. Ну, двутавр это как рельса в сечении, если не знает кто. И дальше идет понятие шаблон продукта. Шаблон продукта это какой-то собирательный такой, ну, например, это уголок алюминиевый или труба нержавеющая. И уже дальше этот шаблон, он формирует такое огромное семейство конкретных номенклатурных единиц, так называемых вариантов, которые продаются, уже отгружаются. Как же формируются эти варианты? Варианты формируются как набор значений атрибутов. Ну, к примеру, если мы говорим уголок алюминиевый, у него могут быть такие атрибуты, как высота, ширина. Если мы говорим о трубе, то это диаметр внешний, диаметр внутренний. Если прут, то это диаметр прута. То есть атрибуты, они показывают, чем отличается один вариант конфигурации от другого. Ну, одежда, обувь. Такой классический, тоже автоматизировал магазины. Значит, здесь ассортиментом может быть одежда мужская, одежда женская, обувь мужская, женская, аксессуары и так далее. Но на самом деле это достаточно относительно. То есть в данном случае ассортиментом является, например, одежда мужская, но если сеть магазинов имеет очень большую номенклатуру, то ассортиментные группы могут быть еще крупнее. То есть у гипермаркета ассортиментная группа может быть очень крупной. Вот, а небольшая компания наоборот, поменьше. То есть это деление достаточно условно. Шаблон конкретного продукта, примеры шаблона продукта, это, например, футболка мужская, там бренд GFF, ботинки трекинговые мужские, такой-то бренд. И атрибуты, ну тут классические: стиль, размер, принт, коллекция. Ну принт это может быть на футболке код определенного рисунка, то есть если футболки идут с разными рисунками. Дальше. Мебель, то, что мы сегодня рассмотрим. Ну, например, ассортимент: мягкая мебель, корпусная мебель, кровати, группа диваны, кресла, шкафы, столы. Шаблон – это уже конкретно стул круглый, стеклянный. Модель, атрибут модель такая-то, модель такая, коллекция. Коллекция – это группы моделей. То есть, если у нас есть там 10 моделей, они могут быть разбиты на 3 группы. Там модерн, классик, это дальше мы рассмотрим. Материал обивки. Материал фасада. Ну, по мебели у нас сегодня будет развернутый кейс, поэтому я тут сильно останавливаться не буду. Еще такой пример: лодки и яхты. Ну, тут я знаю как потребитель, потому что у меня моторная лодка была. Поэтому я, когда выбирал там мотор, компоненты, все это тоже достаточно хорошо ложится. То есть здесь могут быть, например, такие ассортимент: лодки, яхты, аксессуары всякие к ним. Группы: лодочные моторы, лодки пластиковые, моторы там дизельные, бензиновые и так далее, тенты, эхолоты, все такое. И конкретный шаблон, то есть это уже выбрано, сужено максимально: лодка пластиковая класса там А, класса Б. И атрибуты, примеры атрибутов для данной отрасли. Мощность мотора в лошадиных силах, тип управления. Бывают, тут я фотографию специально показал, румпель, это когда ручкой сидит на корме человек и ручкой управляет. А бывает дистанция, это когда сидит, он крутит руль, как в машине, и передается управление на мотор, и мотор поворачивается. Тип привода. Есть такие варианты: нажал кнопку, мотор поднялся из воды, когда на берег причаливает, а есть такие, которые надо руками поднимать. Это все параметры влияют на стоимость, на конкретную модель, на марку. Длина транса. Есть, которые сильно погружены, это длинные, есть короткие, они на мелководье тогда проходят хорошо. Тип мотора, там есть более экономичный, менее экономичные материалы корпуса, бывают пластиковые, бывают алюминиевые. Автомобильные шины, ну все, кто автомобилисты, знают, это тоже вот такой очень хороший подходящий пример. Я тоже автоматизировал в свое время продажу автомобильных шин. Тут есть хороший пример. Если, например, такой атрибут, как сезонность, выбран, например, зимняя, то актуальным является атрибут шипованная и не шипованная. Если выбран атрибут летняя или всесезонка, то, соответственно, атрибут шипованность уже не применим, потому что нет смысла, она не бывает шипованной. Ну, радиус стандартно, ширина колеи, сезонность, ну и так далее. То есть там может быть много примеров. Теперь, как работает непосредственно конфигуратор. В жизни, когда приходит человек, покупатель, покупать многоассортиментный такой продукт, то продавец, он, как правило, его опрашивает. То есть вы приходите покупать мягкую мебель, уголок, комплект, как правило, диван, кресло, или вы приходите покупать автомобиль. Вот особенно, кстати, в Volkswagen у них очень сильно конфигурируется автомобиль, то есть там можно выбирать массу опций, в зависимости от выбранных опций там идет разная комплектация, разная цена. То есть продавец опрашивает, то есть он задает вопрос: летняя, зимняя, шипованная, не шипованная, то есть у него, как правило, есть опросник. В процессе опроса
тут же исключаются заведомо неподходящие варианты. То есть если мы приходим покупать металлопрокат, и у нас там 1500 позиций в группе, то продавец задает буквально 3-4 вопроса, и эти 1500 позиций, вариантов уже превращаются там, в 15, например. То есть мы говорим, что швеллер, цветной, да, цветной, там, и так далее, и так далее. Применение готовых шаблонов сочетания атрибутов. То есть, как правило, есть у покупателей определенное предпочтение. Наиболее часто встречающиеся сочетания или варианты можно сохранить как шаблон и просто обозвать его там комплект модель А в белой коже с 2 креслами. Вот мы его называем, этот шаблон, сохраняем и все. И в следующий раз приходит человек, говорит, хочу комплект в белой коже, модель А с 2 креслами. Так у нас есть готовая модель. Мы ее хлоп, подтянули все значения атрибутов, определилась цена, все, можно уже отгружать. Ну, можно выписывать, в смысле, заказ делать. Дальше, ценообразование. То есть вот это одно из основных назначений этого инструмента, это автоматическое ценообразование. Потому что если взять раньше, когда, например, не было у продавца компьютера, в салон приходим, там автомобиль выбирать, и начинается, он листает прайс, и там смотрит, у вас тут плюс $200 за цвет, записал, там, а вот это тут, начинает на калькуляторе считать, это все долго, неудобно. Здесь, в данном случае, это все происходит автоматически, я покажу как. То есть ценообразование происходит автоматом. Отчетность тоже очень удобно. Почему? Потому что если у нас есть шаблон продукта, например, там автомобили такой-то марки, то в отчетах о продажах можно смотреть общие продажи этой марки автомобиля, а можно смотреть в разрезе вариантов. И, то есть пример непосредственно мягкой мебели, производство под заказ, то есть человек приходит, заказывает. Я начну с описания тех установок, то есть это у нас тестовый пример, скажем так. У нас продается 4 модели мягкой мебели. Для простоты я их назвал А, Б, С, Д. Ну, в жизни они там называются так сложно для запоминания, поэтому я упростил. Коллекция мебели. Мы примем Classic Modern. На самом деле их существует больше, но вот Classic Modern это реальные коллекции из реальных продаж. Материал обивки. Кожа, ткань. Ну, на самом деле бывают более сложно, но принцип тот же. То есть бывают кожи, например, там 7 категорий, начиная от самых дешевых, 1, 2, 3, там 4, 5, 6 средние по цене, 7, 8 это там самые дорогие такие кожи, очень дорогие, очень редкие. Ткани точно так же бывают разных вариантов, то есть все то же самое можно настраивать, это просто принцип. Цвет, перечисление черный, бежевый, белый. Дальше, в диване или в кресле существует так называемый механизм трансформации. Это когда диван раскладывается, на нем можно спать. Значит, варианты трансформации бывают гостевые и ежедневные. Гостевые – это когда он раскладывается от случая к случаю. Он, соответственно, более дешевый, более хлипкий, более простой. И ежедневный – это на котором можно спать без вреда для спины. И нормально, надежный, он нормально, удобно раскладывается. Он называется ежедневным. Дальше. Некоторые модели позволяют делать отделку шпоном лицевой стороны. То есть по дивану там используется такая вот красивая наклейка, она там лакируется и так далее, и так далее. Дальше. При этом материал шпона, то есть если эта модель предусматривает отделку шпоном, шпон может быть дуба, там карельская береза, ореха и так далее. Есть даже отделки кожей питона, то есть это реально делается. Дальше. Диван может быть угловой. Угловой, значит, у него есть длинная сторона и у него есть короткая сторона. Он ставится в угол. Вот то направление, с какой стороны будет у него короткая сторона, определяет, называется он левый или правый. То есть, соответственно, если на вопрос «Вы хотите диван угловой?» ответ следует «нет», то нет смысла спрашивать левый или правый. Ну и наоборот, если угловой «да», то надо уже спросить, в какое направление будет. И количество кресел. То есть стандартно обычно идет 2. Ну, человек может заказать или больше, или меньше, или вообще без кресел. Теперь идут матрицы совместимости. Вот матрицы совместимости – это основной инструмент вот этого вот механизма, о котором я сегодня рассказываю. Он как бы не единственный, но он такой является ключевым. Он даже в названии фигурирует, я вам покажу. Матрицы совместимости – это, по сути, таблица ограничений, constraints table.
Например, как это выглядит? Вот у нас есть таблица коллекции. Я для простоты колонки делал только модели A, B, C, D. Ну, на самом деле колонки могут быть не только модели, это может быть любой атрибут. То есть матрица совместимости – это когда колонка один атрибут, цвет, например, а строки другой атрибут, например, размер. И на пересечении цвет и размер мы указываем, допустимо это сочетание или недопустимо. Значит, в данном случае мы видим, что коллекция Classic включает в себя две модели А и Б. Коллекция Modern, C и D. Точно так же допустимость цветов. Коллекция А может быть в черном, бежевом, белом цвете, а коллекция D, например, может быть только в черном и только в белом. Материал. Применимость материалов тоже видим тут. А коллекция может быть ткань, кожа, а все остальные могут быть или в ткани, или в коже. То есть все вот эти вещи, они настраиваются в процессе конфигурирования продукта, задания начальных значений. Дальше. Модель А предусматривает только ежедневный механизм трансформации. Гостевой нельзя. Модель D предусматривает только гостевой, ежедневный нельзя. И модель B и C предусматривает и первый, и второй. То есть можно любой. И у нас еще есть такие матрицы совместимости. Отделка шпоном предусмотрена для коллекции Classic. То есть Classic это более такие классические модели, которых отделка шпоном она будет как бы уместна по дизайну. А коллекция Modern это обычно там кожа, алюминий такие все. И там отделка шпоном не предусматривается. Соответственно, вы понимаете, что если мы выбираем сразу коллекцию Classic, то шпон автоматически применяется, уже не надо спрашивать. Дальше, какие модели могут быть угловыми? А, Б может быть угловой, С, Д не может быть. Вот такой набор. В реальности я когда готовился, смотрел материалы, то на форумах были вопросы там у людей, настройки этих конфигураций содержат сотни и тысячи записей. То есть вот это все, что я показываю, это такой приблизительно упрощенный вариант, но принцип останется тот же. Просто этих таблиц будет гораздо больше, у них будет больше данных и больше колонок. Теперь прайс. Значит, по какому принципу формируется стоимость комплекта? Например, человек говорит, я хочу просто модель C, без всяких кресел, в ткани. Ему сразу говорят, вот C, строка, ткань 180. Все, $180, например, он стоит. Если эта же модель C в коже, 250. Ну и, соответственно, все остальные модели тоже вот видно. Дальше, если клиент говорит, я хочу модель C в ткани плюс гостевой механизм, это будет означать 180 плюс 50, 230. Отделка шпоном плюс $20, если он угловой плюс 75 левый, если он угловой правый плюс 25, условно. Кресло одно стоит $100, за белый цвет плюс $50. Все, это вот такая модель ценообразования, как пример. И вот уже идут конкретные, у нас возникают такие варианты. Значит, модель C относится к коллекции Modern в ткани, белой, ежедневный механизм трансформации с отделкой шпоном, угловой 2 кресла, $550. Ну, соответственно, вот эти варианты, вот получается ценообразование. Точно так же цена формируется там, на автомобиль, если мы покупаем там, на металлопрокат, на лодку, яхту и так далее. То есть вот это происходит автоматически, я покажу как. Вот структура номенклатуры в Axapti. Значит, как она группируется. Самая большая сущность – ассортимент. Ассортимент состоит из групп, которые входят в ассортимент item group. Значит, в item group входит item master, шаблон продукта. В отличие от item просто продукта, просто item, мастер позволяет создавать неограниченное количество вариантов. То есть item master это по сути как бы заготовка, такая болванка, которая содержит в себе настройки всех номенклатурных единиц, которые входят в этот item master. Вот. То есть у всех этих вариантов, то есть будет ли этот уголок там размером 100, или он будет размером 200, или еще что, у него будет складская модель одна, product dimension модель одна, то есть все, у всех этих вариантов будут общие свойства. И дальше по шаблону у нас возникают варианты. Вариант, по сути, представляет собой не что иное, как просто сочетание значений атрибута. Вот у нас есть атрибуты 1, 2 и 3. Атрибут 1 может иметь значение A, B, C, атрибут 2 может иметь значение 1, 2, 3, атрибут 3 может иметь цвет. Соответственно, на сочетании значений атрибута у нас возникает A1 зеленый или C3 синий.
или там А2 синий, например, то есть любые комбинации. Теперь перейдем уже больше к сущностям в Axapti. Значит, есть очень важные моменты, я на них буду акцентировать внимание, без понимания, без знания даже которых будет очень сложно настраивать. Почему? Потому что там есть такие неочевидные логические связи. Значит, первое из них. Прежде всего, запомните, что нужно начинать с настройку всю с создания айтем-мастера. То есть вы должны создать шаблон продукта. Почему? Потому что именно в шаблоне продукта, то есть вы когда заходите в раздел выпущенные продукты, то есть релиза item, вы в нем создаете новую позицию, новую строку, new product. Вот. Прежде всего выбираете product subtype, то есть подтип продукта, шаблон продукта или продукт. Именно шаблон продукта, то есть работает это весь этот механизм только с шаблоном. Как только вы выбираете шаблон, у вас появляется два очень важных поля. Мы это все сейчас посмотрим. Группа аналитик продуктов, Product Dimension Group и Configuration Technology. Вот Configuration Technology является ключевым моментом, который системе дает понять, что вот по этому шаблону продукта мы будем использовать именно модель конфигурирования. Значит, тут есть 4 значения. Predefined variant — это по сути просто значение Product Dimension Group, настройка. Она определяет атрибуты стандартные. В системе есть цвет, размер и style, по-моему, стиль. Значение этих вариантов просто формирует вариант. Значит, то, что она называется predefined variant, пусть она не вводит вас в заблуждение, на самом деле варианты можно описывать и позже. То есть нет ограничений по времени, это просто набор атрибутов. Второй вариант, dimension-based configuration, по сути, он может быть использован только тогда, когда в Product Dimension Group включена галка Configuration. То есть используется Dimension Group с включенной опцией конфигурирования. Она, по сути, не отличается от первого, но там есть небольшие отличия. И вот третье и четвертое очень важное. Dimension-based configuration, это конфигурирование на основе правил, включает механизм Product Configuration. Значит, Product Configuration, вернее, Product Builder, этот механизм частично дублировал тот, о котором я сегодня рассказываю. То есть Product Builder и Constraint-Based Configuration, то есть это вот Product Configuration Model, они во многом пересекались. То есть они делали одно и то же, просто Product Builder больше ориентирован под производство, а вот эта конфигурация Product Configuration Model ориентирована больше как бы на продажу. Поэтому в 7-й Axapti от Product Builder отказались, и остался один вот этот механизм, который по сути объединил два, которые были. Дальше. Когда мы создаем новую модель конфигурирования, у нее есть свойства всей модели в целом. Одно из этих свойств, такое загадочное, трудно переводимое слово solver strategy. Его Microsoft перевел как решатель. Оно немного звучит так не коряво, но вот solver, решатель. Solver strategy — это по сути то, как система будет формировать вариант конфигурации. Значит, есть значение default по умолчанию, которое подставляется. Оно в большинстве случаев, Solver Strategy влияет на быстродействие. То есть, если у вас очень много атрибутов, очень много вариантов, то и начинаются тормоза, то вы можете попробовать поменять вот эту стратегию Solver Strategy следующим образом. Default стратегия, она оптимальна для множества таблиц. Мы рассмотрим вариант ограничений. Если у вас много таблиц, используйте Default. Рекомендуемо Microsoft. Значит, top-down используется наоборот, где много вычислений, ограничений, но нет таблиц. И вариант Minimal Domain First — это то же самое, что второй вариант, просто top-down появился в Q9, в последних релизах 12 R3. И в целях совместимости Microsoft решил оставить Minimal Domain First. То есть, я так понимаю, у кого были вот этот вариант раньше был, чтобы все корректно работало, чтобы была совместимость. Вот 3 такие стратегии решателя. И очень важный момент, трудный для понимания.
но я постараюсь донести. Вот повторное использование конфигурации, reuse configuration. Что это такое? Смотрите, пример из жизни такой. Если приходит покупатель и говорит, я хочу модель А, белый диван в коже. Окей, создали ему конфигурацию, посчитала цену, отгрузили. Замечательно, все, вариант создался, вариант такой. Приходит следующий покупатель, он хочет другой, потом третий покупатель приходит, и он говорит те же все атрибуты, хочет, как и первый покупатель. У системы возникают два варианта. У нее вариант уже такой есть, ну, вернее, два сценария, как ей себя вести. С одной стороны, у нее уже есть такой вариант продукта с такими значениями атрибутов, и его можно использовать повторно, потому что то же самое, ну зачем плодить варианты. С другой стороны, может понадобиться не повторять варианты. То есть, ну, например, для отчетности захотят увидеть, сколько всего уникальных или там не уникальных комплектов было продано. Поэтому вот с помощью вот этого параметра вы системе говорите, вот в данной конфигурационной модели создавать новый вариант каждый раз. Или его создавать только в том случае, если у нас возникла новая, уникальная, которая раньше не встречалась, комбинация значений атрибутов. Вот это reuse configuration, она достаточно важная. Сейчас мы посмотрим общие свойства модели, вот то, что я вам говорил. Так, значит, все это у нас живет в модуле Product Information Management. У меня тут есть сразу два варианта, открыто в русском и английском интерфейсе. Или управление сведениями о продукте. Значит, в закладке «Обычный», мелковато, у нас есть используемые продукты. Они же Released Products. Значит, вот в этих самых используемых продуктах у нас начинается самое главное, самое важное действие. Мы создаем новый продукт. Вот видите то, о чем я говорил. Значит, тип продукта номенклатура, а не услуги, то есть это товар. Подтип продукт или шаблон. Мы выбираем шаблон, у нас сразу появляется группа полей, варианты продукта. Вот. Здесь группа аналитик продукта или Product Dimension Group. Выбирается настройка. Вот конфиг. Обязательно у нас есть configuration, тут я ее сейчас выберу и покажу, как она настроена. В ней есть важная галка, которая должна быть включена. Вот видите, конфигурация. Вот эта конфигурация, она должна быть включена, ну, там, для закупочных, для цен продажи. Вот здесь она должна быть включена. Если выбрать другую группу аналитик, то механизм этот просто не включится. Дальше технология конфигурации. Вот те самые 4 варианта, о которых я говорил, первые 2 подобные, третий в семерке не используется, и вот нам надо выбирать конфигурацию на основе ограничений. Вот. То есть вот это мы обязательно должны в новом шаблоне настроить. Если мы это не настроим, весь механизм этот работать не будет. Если настроим, будет. То есть везде эта тема будет, шаблон продукта будет появляться, где нужно и так далее. То есть по вот этим вещам система смотрит, что его нужно включить. Теперь, собственно, модели. Значит, в меню «Обычный», модуль управления сведениями о продукте, у нас есть пункт модели конфигурирования продукта. Вот. Значит, здесь у меня есть 2 преднастроенные модели. Bicycle — это майкрософтовские велосипеды, и комплекты мягкой мебели. То есть этих моделей, понятно, можно сколько угодно настраивать, хранить и так далее. Значит, вот посмотрим мебель. У нас, если смотреть общие свойства, которые мы сейчас рассмотрели модели, мы пока свернем все вкладки. Вот общий вид, оно имеет вот такой. Значит, конфигурация называется комплекты мягкой мебели. Тут есть атрибуты, ограничения, сейчас мы это все обсудим. Но мы сейчас говорим об общих свойствах. Общее свойство следующее. Повторное использование конфигурации, это reuse configuration, в данном случае стоит «да». То есть если у нас возникнет вариант, понадобится вариант, который уже был, система повторно создавать его не будет. И насчет стратегии, то, что я говорил, вот если нажать кнопку «Модель конфигурации продукта», то вот здесь у нас, мы пишем название, описание и стратегия решателя. Вот это стратегия решателя, вот, в русском варианте или в английском. И мы выбираем, по умолчанию она такая будет. Вот, можно использовать повторно. Есть опция дубликат. Дубликат — это если у вас есть
уже практически подходящая конфигурация, вы хотите ее скопировать и поменять, что-то переделать, чтобы большое количество работы не делать самостоятельно. Вот. Это то, что касается общих свойств. Свернуть попробую. Оп. Нет, это не... Так, ну так. Угу. Так, это мы посмотрели общие свойства модели. Теперь компоненты модели, то есть из чего состоит у нас конфигурация продукта, модель конфигурации продукта. А это базовые вещи. Значит, первая основа основ – это атрибуты. Атрибуты – это просто перечень тех свойств, значения которых мы будем задавать. Дальше, ограничения. Ограничение – важнейший элемент наряду с атрибутами. Он устанавливает те комбинации значений атрибутов, которые допустимы или недопустимы. Для чего это нужно, как это работает, увидим позже. Дальше вычисление, calculations. Ну, calculations – это такой, скажем, вспомогательный, необязательный элемент, который в некоторых случаях помогает. Он позволяет, например, рассчитывать значения некоторых атрибутов на основании предыдущих. Ну, к примеру, если вы знаете площадь комнаты, вы можете автоматически от площади комнат по определенной формуле определить там длину кабеля или еще какие-то, или диагональ экрана. Вот такие вещи, они могут заложены быть в формуле. Строка спецификации. Ну, вкратце, тут надо затронуть будет производство. Я могу сказать в двух словах, как устроено производство и что такое основные термины, которые мы будем рассматривать. Значит, производство – это всегда берем какие-то сырье, материалы исходные, что-то с ними делаем и что-то получаем на выходе. То, что мы берем, это называется спецификация. То есть спецификация – это перечень номенклатурных того сырья и материалов, из которых мы будем делать продукт. А действия, которые мы с ними будем совершать, с этими материалами, это называется технологические операции. Технологические операции, собранные вместе, представляют собой технологическую карту или техпроцесс. Вот. Когда мы берем сырье, материалы, с ними что-то делаем по техпроцессам и получаем что-то на выходе, мы получаем или полуфабрикат, если это еще не готовый для реализации продукт, который будет дальше переделываться, либо мы получаем уже готовый продукт. Каждая итерация вот этой переделки называется переделом или многопередельным производством. То есть, если мы взяли там, не знаю, производство колбасы, скот, сделали разделку мяса, получили полуфабрикат мяса, первый передел, а потом взяли мясо и на выходе получили колбасу, это второй передел, там двухпередельное производство. Значит, строки спецификаций. В модели конфигурации продукта настраиваются те позиции спецификации, которые понадобятся, если мы будем производить эту конфигурацию. Например, если мы в конфигурации мягкого уголка определили, что мы будем делать отделку шпоном, то в спецификации должны появиться шпон сам по себе, клей для поклейки, там наждачная бумага и так далее. То есть эти позиции автоматически будут добавлены в общую спецификацию. То есть мы делаем как бы заготовку, шаблон спецификации, те материалы, которые используются при производстве просто дивана, а потом по мере задания значения атрибутов в спецификацию добавляются необходимые компоненты. И еще один составляющая конфигурации – это технологические процессы Road Operations. Ну, Road Operations, если брать тот же пример с отделкой шпоном, то если мы добавили в конфигурацию мягкой мебели отделку шпоном, кроме того, что мы в спецификацию добавляем материал, которым отделать и который будет расходоваться, мы должны добавить операцию, непосредственно отделка. То есть если это, например, мы конфигурируем велосипед, который будет с электромотором, то технологическая операция будет установка этого электромотора. В спецификацию, соответственно, должен быть добавлен этот электромотор. Все это происходит на основании атрибутов. То есть человек, который готовит заказ на продажу и общается с клиентом, он просто задает значение атрибутов, а спецификация и технологическая карта формируются автоматически. Это на самом деле очень, очень удобно и хорошо. Дальше, субкомпоненты. Субкомпоненты
очень простая вещь, если разберешься. Но разбираться пришлось долго искать. На самом деле субкомпоненты это просто, если мы берем конфигурацию, настраиваем в ней просто атрибуты, какие-то значения, это у нас просто одноуровневая конфигурация. Но на самом деле прелесть в том, что конфигурация может иметь много уровней и много вложенностей. То есть мы можем, например, сделать на верхнем уровне конфигурация мягкого уголка, внутри сделать подкомпонент, как я покажу на примере у нас будет, который будет содержать в себе подкомпонент кресла и еще там какие-нибудь. Или, например, если мы формируем конфигурацию автомобиля легкового, в нем будут следующие подкомпоненты, сабкомпоненты. Это двигатель, это салон и это, например, там аксессуары. Соответственно, у нас будет в виде дерева вверху автомобиль, под ним будет субкомпонент двигатель, салон, двигатель, кузов может разбиваться, салон, там, багажник и так далее. То есть, по сути, все, что нужно знать и понимать, субкомпоненты это просто дерево конфигурации продукта. И на каждой ветке, на каждом узле этого дерева вы задаете свои атрибуты, свои таблицы ограничений. То есть это полностью как модель в модели. Пользовательские требования, user requirements. Это тоже не обязательно компонент, наподобие calculations. Это когда вы можете, понимая какие-то потребности заказчика, автоматически заполнять атрибуты. К примеру, можно такое установить пользовательское требование, как «а у вас есть дети, маленькие животные?» Если ответ «да», то, наверное, не стоит предлагать белую кожу, чувствительную к пачканию, к повреждению и так далее. Если ответ «нет», то в вариантах оно может быть вот такое. Или, например, при формировании системы домашнего кинотеатра, а какой размер комнаты, площадь, например, или объем? Если такой, значит мощность звуковая такая, если такой, значит такая. То есть это соответствие значения атрибутов тем пользовательским пожеланиям, которые у него есть. Теперь атрибуты. Теперь перейдем к рассмотрению каждого компонента подробнее. Значит, у атрибута самое основное, там не так много этих свойств, это тип. То есть, когда мы создаем атрибут, мы делаем в первую очередь две вещи. Мы его называем, то есть это шипованность резины, например, или это модель мягкой мебели, или это коллекция мягкой мебели. То есть атрибут нужно называть максимально точно, емко и правильно. Не стоит сокращать, писать какие-то цифры и так далее. Поэтому рекомендую называть атрибут максимально информативно. После названия важнейшим является тип. Значит, типов не так много на самом деле. Тип бывает текстовый, это просто любой текст. В процессе конфигурирования продукта вы можете написать любой текст, это, например, примечание. Да? С ним ничего нельзя сделать, но иногда нужен. Дальше идет самый важный, самый распространенный, часто используемый тип атрибута – это фиксированный текст. Фиксированный текст – это вы просто говорите значение шпона, тип шпона может быть дуб, это строка, первый вариант, фиксированный текст, береза, второй вариант, и орех, третий вариант. Все это будут текстовые строки. Это перечисление, да. То есть мы можем задать любое количество текстовых строк. Но текстовые строки будут заданы при конфигурировании атрибута. Вот какие они будут заданы, такие останутся. Это очень важно. Я объясню, забегая немножко наперед. Вот эти значения атрибутов могут фигурировать в формулах. То есть если мы пишем, если в формуле тип шпона равно береза, то тогда пошли какие-то условия. И вот эта формула, если мы зайдем и поменяем береза на береза 25, все, формула перестанет работать. Она даст ошибку, она скажет, нету такого атрибута береза. Вернее, значение фиксируем. Дальше. Тип атрибута это логический. Тут все просто. Или включено, или выключено. То есть резина или шипованная, или не шипованная. Диван или угловой, или не угловой. На самом деле... на практике можно использовать вместо логических, можно использовать перечисления с вариантами «да-нет». Оно будет в принципе то же самое, но для пользователя, когда он проваливается в поле, он будет видеть не true-false, а он будет видеть «да-нет», может быть, ему так будет приятнее и удобнее. На самом деле, когда форма конфигурирования уже настроенной форме мы будем выбирать значения, там можно небольшим изменением, но я не нашел, может быть, есть какие-то такие параметры, но мне бы, например, хотелось, не хватало этого, что если атрибут имеет свойство, вернее, тип логический, чтобы он на форме принимал значение чекбокса, то есть чтобы его можно было включить, истинно true, или выключить, false, 0. Но такого нет, но я думаю, это несложно дописать, это достаточно несложная доработка. Дальше, целый численный тип, это просто количество кресел,
там, количество колес, мощность двигателя в лошадиных силах, там, и decimals, то есть десятичное число, это обыкновенное число с дробной частью. Там. Дальше, каждый атрибут может иметь, это опционально, или не иметь диапазон значений. Диапазон значений, если мы задаем, даже если это целочисленный атрибут, то мы можем сказать от единицы до 10 значения атрибута. И если мы будем проваливаться в список, мы потом посмотрим, там будет нам показывать все варианты. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Если же мы диапазон не зададим, то нам надо будет ввести это значение с клавиатуры. Вот, то есть range, ну, полезная вещь на самом деле. Если нельзя заказать больше 10 кресел, поставьте от 0 до 10 и все, и проблема у нас снимется. Дальше. У каждого атрибута может быть есть три стандартных опции. Это обязательность, mandatory атрибута, это read-only, только чтение, и скрытый. Ну, это достаточно стандартно. Но что интересно, на эти свойства можно устанавливать conditions, условия. В этих conditions условиях можно писать формулы, достаточно сложные, мы будем это все смотреть. Это позволяет достаточно удобно делать удобной форму конфигурирования. Потому что если вы понимаете, что какой-то атрибут не актуален, если выбрал человек летнюю резину, то поле шипованность можно просто убрать, спрятать. Она будет меньше информации и проще будет работать. То есть это обязательно только чтение скрытый. Ну, условия conditions, они могут накладываться на вот эти вот атрибуты. Типы атрибута мы рассмотрели. Целое число с диапазоном или без, десятичное число, произвольный текст, фиксированный список текстовых значений и логический тип. Ничего не забыли? Фиксированный список с текстовых значений является очень важным, ключевым. То есть он наиболее часто используемый. И теперь рассмотрим вот эти вот все варианты наши. Так, значит, посмотрим Product Configuration Models. Вот о комплектах мягкой мебели. Значит, вот тут в окне у нас прежде всего мы задаем типы атрибутов. Значит, типы атрибутов создаются в первую очередь, это мы создаем вообще как бы типы данных. То есть одни и те же типы атрибутов могут использоваться в разных моделях. Пример. Вот у нас есть конкретные атрибуты уже конкретно этой модели. Название, имя решателя. Ну, имя решателя, по сути, это, как бы сказать, это значение, которое будет использоваться в формулах. То есть это то value, которое потом в формулах будет проверяться. Описание произвольное текстовое, тип атрибута. Вот тип атрибута, если мы сюда провалимся для выбора, мы видим тут все. То есть все. Там цвета, цены, то есть все на самом деле, тут их очень много. Чтобы посмотреть отдельно, тут есть кнопка такая типа атрибутов. Вот, например, коллекция. Значит, коллекция — это у нас фиксированный список без диапазона значений. Ну, фиксированный список, он и так, фиксированный перечень. Значит, тут есть значение Classic и значение Modern. Все. Больше ничего нет. Дальше. Материал обивки, тоже фиксированный список. Отделка шпоном, логический. Ну, для логического никакие значения не актуальны, поэтому, естественно, тут больше никаких параметров нет. Количество кресел. Да, угловой диван. Угловой, да, истина, не угловой, ложь. Отделка шпоном тоже логический. Количество кресел целочисленный. Причем, обратите внимание, что диапазон значений включен. Появляется закладка диапазон. Мы задаем от 0 до 10. Соответственно, больше или меньше внести нельзя. Это у нас типы атрибутов. Но типы атрибутов, они настраиваются в самом начале. Это когда мы анализируем, какие у нас вообще будут типы. Дальше мы создаем конкретные атрибуты. На атрибутах строится все. И атрибуты обязательно очень внимательно продумать и задать их значение, связать их с типами. Дальше у нас следующее идет ограничение. Значит, ограничение
у нас бывают двух таких основных типов. Это вычисления, это выражения, которые вычисляются, и таблицы ограничений. Ну, тут достаточно просто для понимания. Таблица ограничений – это мы просто набрасываем варианты значений атрибутов, которые вместе могут сочетаться. А есть еще системные таблицы. Вот это очень интересный такой мощный механизм. Но я, наверное, покажу в конце, потому что он достаточно сложный. Мне кажется, нужно, чтобы понимание было вот простых основных базовых вещей, потом мы посмотрим системные. Ну, в двух словах, системная таблица – это такой table constraints, то это таблица ограничений, в которой в качестве таблицы можно использовать системные таблицы Axapta. То есть, если в Axapta есть какие-то значения, какие-то таблицы, которые вы можете в атрибутах использовать, и вы хотите их использовать, а не набрасывать, набивать вручную каждый раз, то вы можете их использовать. Это, механизм достаточно мощный, только это надо примеры. Так, по поводу выражений. Ну, вот смотрите, какие у нас идут ограничения. Модель коллекция. Становимся на ограничение и нажимаем, вот видите кнопку «Введение ограничения и таблицы». Оп. Вот, у нас тут все типы созданы, вот определено системой, определено пользователем и так далее. Соответственно, это у нас задается, мы его тут называем, ограничение, мы выбираем его тип ограничения в виде таблицы, и мы задаем определение ограничения таблицы. Значит, все эти ограничения, они точно так же, как типы атрибутов, создаются в целом для модели. Вот кнопка вверху, мы создаем ограничения таблицы, мы их тут настраиваем. Причем, смотрите, если у нас, например, модель коллекция, это ограничение, которое имеет вид определено пользователем, вот он, то у нас становится активная кнопка «Изменить содержимое». И мы, по сути, вот здесь мы производим наполнение теми допустимыми вариантами. Помните, в презентации там была таблица А, Б – это модель Classic, С, Д – это Modern, и, соответственно, вот здесь они представлены. Значит, прежде всего создаются поля таблицы. Здесь обратите внимание, что поля таблицы, они могут быть только английскими буквами. Там есть, когда пишутся выражения, используется язык OLX, он имеет определенные правила, и вот среди правил вот это поля таблицы должны быть только английскими. Дальше мы задаем тип атрибута, и у нас вот появляются колонки. Видите, модель – это поле, тип модели, и collection – это коллекция у нас. Соответственно, мы задали две колонки, и вот у нас в таблице две колонки. Если мы хотим использовать выражение, вот, например, модель отделка шпоном, мы заходим в выражение. Кстати, вот это выражение, вот смотрите, implies, коллекция равно classic, запятая, отделка шпоном равна true. В принципе, можно писать подобные выражения вручную. Их можно писать, и никаких проблем. Но удобнее это делать с помощью конструктора. Значит, если зайти вот сюда нажать, у нас появляется конструктор. Конструктор работает следующим образом. Смотрите. Здесь есть атрибуты. Сейчас. У нас недоступны атрибуты, потому что у нас ничего выражений нет. Вот я возьму сейчас вот так. Коллекция равно classic. Вот. Значит, у нас в атрибутах, смотрите, коллекция. Два раза щелкаю, появилась коллекция. Потом иду в операторы. Выбираю больше, меньше, равно. Выбираю равно. И потом иду в значения. В значениях я выбираю classic. То есть, вот какой мы выбрали атрибут, значение такого атрибута у нас здесь появится. То есть, с помощью вот этих несложных инструментов можно конструировать формулы. А выражение implies, формула, она интересна в чем? Если выражение первый оператор, коллекция равно classic, выполняется, то есть истина, то проверяется второе, отделка шпоном true or false. И если второе истина, то возвращается истина. Если же первое выражение ложь, то
то возвращается истина. Потому что в данном случае все остальные варианты, если у нас коллекция не классик, нас не интересует, то есть прохождение проходит. И только если коллекция классик, то дальше у нас происходит проверка второго выражения. Так, это у нас выражение. Теперь вычисление. Значит, в вычислении у нас есть такой называемый целевой атрибут. Вот смотрите, я создал еще атрибут, о котором я не рассказывал, он называется уличная мебель. Предположим, у нас в комплекте мебели какие-то комплекты могут использоваться на улице, какие-то не могут использоваться на улице. Соответственно, если комплект может использоваться на улице, то материал шпона может быть только дуб, он устойчивый к внешним факторам, а береза и орех не может быть. Поэтому в данном случае мы делаем целевой атрибут. Это материал шпона. Вот тут я обращаю внимание, смотрите, атрибут материал шпона, он имеет тип фиксированный текст. У него какие значения фиксированы перечень? Дуб, береза, орех. Система, в случае, если происходит вычисление, она делает следующее. Она смотрит, вот формула if уличная мебель, видите, логический оператор. То есть не надо ничего больше писать, просто уличная мебель, истина. Если оно выполняется, 0,1. Что это означает? 0 – это самое первое перечисление значения, нулевое. То есть дуб у нас имеет нулевое значение, а следующее значение береза 1. То есть в данном случае выражение сработает следующим образом. Если мы выберем значение уличная мебель «да», то есть поставим галку или выберем, то у нас автоматически подставится тип материал шпона «дуб». Если нет, подставится береза. Ну, березу можно поменять на орех. Вот это пример вычислений. Потребности пользователя, как я уже говорил, здесь я создал одну потребность, появляется в дереве как подэлемент, и дальше присваивается значение, может использоваться в формулах, я дальше покажу как. Строки спецификации, это мы рассмотрим попозже. Так. Сейчас надо свернуть его опять. О, отличный вариант сворачивания, Alt-Tab. Так. По поводу ограничений. Это мы уже рассмотрели. Описывают допустимые комбинации атрибутов. В виде таблицы можем набросать, либо в виде выражения написать формулы. Таблицы ограничений бывают двух вариантов. Пользовательские – это если мы сами задаем колонки, говорим колонка коллекция, колонка модель, и набрасываем сочетание. Коллекция такая, модель такая. И системные. Системные означают, что в качестве таблицы допустимых сочетаний атрибутов мы можем использовать любую таблицу системную аксапты. То есть мы выбираем таблицу, выбираем поля, связываем поля с атрибутами и дальше пользуемся этим всем. То есть когда меняется наполнение таблицы, у нас меняется значение атрибутов. Я покажу как. Это достаточно мощный инструмент, его можно очень хорошо использовать. Так, это мы посмотрели. Вычисления. Это тоже... субкомпоненты. Значит, субкомпоненты в нашем случае это в дереве, там слева. У нас комплекты мягкой мебели сверху, под ним идут кресла и дальше идут user requirements. Ну, я покажу, когда будут другие. Так. Теперь у нас мы рассмотрим такие вещи, которые задаются для модели общие. Первое – это модели цены. Значит, по конфигурации продукта можно задать несколько моделей цен, которые будут использоваться в разных случаях. Например, для чего это может понадобиться? Одна модель цены может использоваться в валюте, например, прайс в валюте. Модель цены может использоваться для документа sales order, то есть заказ на продажу, одна модель цены. Для документа
например, quotation order, это предложение на продажу, другой вариант цены. Ну, вообще эти модели можно использовать на свое усмотрение. Дальше, критерии модели цены. Сейчас посмотрим. Вы скажете системе, в каких случаях какие модели использовать. То есть вы создаете модели, 3, например, вы настраиваете в них цены на все компоненты, и дальше вы их просто разграничиваете, в каких случаях какую модель использовать. Пользовательский интерфейс. Все, что делает пользовательский интерфейс, на самом деле там ничего сложного нет. Это просто вот когда у нас много атрибутов, например, там 50 или 100 атрибутов, неудобно все в куче их держать. Пользовательский интерфейс позволяет создавать группы, подгруппы и размещать атрибуты по логической группировке. Значит, все, что собрано в группу, оно у нас может появляться на отдельной вкладке, и эта вкладка может сворачиваться. То есть, если мы создадим там 5 групп, у нас будет 5 вкладок со своими атрибутами. Сейчас посмотрим. Ну, больше пользовательский интерфейс ничего не делает. Единственное, внутри группы можно перемещать атрибуты вверх-вниз. Это чистое отображение, больше там ничего не заложено. Версии. Версии очень важный момент. Мы их тоже посмотрим. Значит, версии, это о чем речь? Представьте производство, там 4 модели, их продают, отгружают, продавцы конфигурируют, выписывают счета. Тут технолог или там директор принимает решение, нужно поменять модель. Нужно или добавить модель, или там поменять совместимость шпона и так далее, и так далее. И начинается процесс настройки модели. Понятно, что до того момента, пока модель не закончена в настройке, ее нельзя в мир выпускать, публиковать и давать пользоваться уже реальным продавцам. Поэтому каждая новая версия конфигурации, она публикуется с определенной датой, фиксируется, кто ответственный, кто ее одобрил, approval, там выбирается сотрудник, который должен быть принят на работу, в подразделение, на должность и так далее. То есть это полноценный employees. И фиксируется активация. Вот с момента активации, когда задано, кто approval эту модель, она начинает работать. То есть она становится активной, она используется с того момента во всех документах. История версии хранится, то есть чтобы можно было посмотреть, в какой версии, какие параметры настраивались, кто одобрил и с какого момента. Импорт-экспорт модели через XML очень простой инструмент, но я думаю, что востребованный. То есть, когда мы все настроили, мы берем модель, в которой мы находимся, нажимаем «Выгрузить в XML», задаем имя файла, и оно все это грузит в XML. Точно так же взяли этот XML-файлик, перешли к клиенту, создали чистую новую модель, сказали «Загрузить из XML», и оно все получили наши все настройки. Сейчас посмотрим, как это все работает живьем. Мебели. Ну вот смотрите, то, что субкомпоненты. Вот у нас в закладке под компоненты есть кресло. Вот. Соответственно, у нас вот в дереве слева отображаются те подкомпоненты, то есть может быть многоуровневая иерархия, которая у нас есть. И обратите внимание, вот я открою атрибуты, вот у нас модель, коллекция, материал обивки, это атрибуты комплекта мягкой мебели. Если я перейду на кресло, видите, у меня атрибуты, количество кресел, механизм трансформации кресла, цвет кресла, они меняются. То есть для каждого узла дерева у нас все компоненты вот эти свои, и они все настраиваются. Так, дальше, пользовательский интерфейс. Вот я выбрал комплект мягкой мебели, пользовательский интерфейс. Тут на самом деле достаточно сложно было мне вначале разобраться. Дело в том, что вот тут интерфейс не очень очевиден. Смотрите, кнопки «Новая группа атрибутов», «Удалить группу атрибутов», «Переместить вверх», «Переместить вниз», они не активны. Они не активны по очень простой причине. Потому что нужно в дереве слева активировать нужный уровень. Вот, когда вы активируете нужный уровень, у нас все появляется. То есть, если мы хотим, например, коллекция модель поменять местами, мы становимся на атрибут. То есть, вот это у нас группы. Вот. Коллекция модель – это группа. Я в нее поместил 2 атрибута – коллекция и модель. Я могу переставить их вверх-вниз. Вот коллекция, потом модель. Я могу двинуть. Видите, они двигаются. Я могу создавать новые группы. Для этого нужно стать на уровень комплекта мягкой мебели, нажать «Новая группа атрибутов».
Вот, называем его. И у нас появляется новая группа. Вот она. И дальше можем включать в нее атрибуты. Везде, что удобно, во всех вот этих механизмах у нас есть кнопка «Тест». Вот, кнопка «Тест», она вызывает как бы превью того, как этот конфигуратор будет работать уже у реальных продавцов. Значит, вот видите, у нас есть вкладки. Вот эти вкладки, они по сути представляют собой просто те группы атрибутов, которые у нас есть. И коллекция моделей, видите, модель первая, коллекция вторая. То есть вот сразу же мы можем видеть. Если мы переходим на субкомпонент кресла, то мы видим, что у нас здесь есть два атрибута пока. Ну, например, 2 беру кресло. Оп, видите, появился атрибут механизм трансформации. Почему он появился? Потому что настроена формула таким образом, что если у нас количество кресел 0, то нет смысла спрашивать механизм трансформации. Нет кресел, нет трансформации. Если у нас больше, вот видите, кстати, список значений от 0 до 10. Такой список появляется, если мы устанавливаем range для целочисленного атрибута. Если бы не было, то мы вводили бы вот здесь просто вручную, там вот так, 5, например. Вот. Красным цветом подсвечен механизм трансформации, потому что он обязательный. То есть, если попытаться закрыть, система скажет, конфигурация не завершена, не все поля заполнены. Вот у нас гостевой ежедневный и цвет кресел. Все, то есть мы можем протестировать наш пользовательский интерфейс. Так, дальше. Шаблоны конфигураций. Ну, тут достаточно просто. Значит, по шаблонам. Шаблон имеет название. Ну, вот, например, модель D, кожа белая, гостевой 2 кресла. Текстовое описание и активный. Если убрать галку активный, он просто не будет предлагаться в списке шаблонов. Для того, чтобы шаблон наполнить значениями атрибутов, мы нажимаем просто кнопку «Изменить». Заполняем все атрибуты на общих основаниях, точно так же, как если бы мы это делали из заказа на продажу. И нажимаем «Ок» и «Сохранить». Все, этот шаблон сохранен, и мы дальше можем им пользоваться. Так. Цены. Значит, в конфигурации, мы когда находимся, кнопка модели цены. Значит, вот у нас есть 2 модели. Основная модель цены, например. Тоже можно дублировать. Дубликат, значит, скопировать, поменять настройки. Для того, чтобы выполнить настройку модели цены, нажимаем правку. Значит, открывается такая большая, достаточно сложная форма. Выражение базовой цены – это выражение, которое определяет цену без всяких дополнительных условий. То есть, если вы хотите, чтобы комплект стоил всегда там $100 просто так, значит, вы это значение вводите вот здесь. Дальше у нас идут правила выражения. Например, белый цвет. Условие цвет равно белый. Выражение 50. То есть, если мы атрибут белый цвет установим в значение белый, которое задано в условии, то у нас прибавится $50 там, или, ну, в какой валюте мы смотрим вверху. Вот текущая валюта у нас гривна, значит, валюта прайса задается в параметрах модуля управления сведениями о продукте. Там задается валюта, и она вот здесь автоматически подставляется. Поменять ее тут нельзя. То есть при создании новой модели нужно задать валюту и записать. Дальше. Кресло. Каждое кресло у нас стоит $100. Соответственно, мы идем вот сюда в формулу. И видите, chairs, в скобках, количество кресел. Chairs на самом деле это solver name, то есть это имя решателя, это по сути имя атрибута того самого подкомпонента кресла. А количество кресел, call кресел умножить на 100, это атрибут, который находится в компоненте кресла. Вот, таким образом в формуле мы это все дело передаем. Но тут тоже работает. Если вот так вот обнулить, потом взять атрибуты, значит вот у нас, видите, через количество кресел 2 раза щелкнули. Потом идут операторы. Взяли умножить и 100. Все, формула записана. Для модели, вот модель равно D, and материал обивки равно кожа, тогда 300.
То есть вы здесь можете набивать вот этих параметров. Ну, немножко неудобно вот тут интерфейсно, вот это окно нижнее, оно как-то никак не двигается, соответственно, тут вот этих вот значений много, но они не все отображаются, вот тут скроллим. Переходим на кресло, ну, тут можно задать свои значения, все настройки свои, то есть это все то же самое, субкомпоненты. И точно такой же тест. Вот смотрите, как работает. Видите, цена 0 гривен. Мы выбираем модель, например, А. Хоп, видите, автоматом Classic поставилось. Почему? Потому что если бы мы выбрали, например, D, у нас поставилась Modern. То есть это работают те формулы и кожа сразу. А цена 350. Теперь выбираем цвет белый. Он допустим. Видите, бежевый недопустим по условиям. Белый допустим. Выбираем белый. 400. Добавилось плюс $50. Отделка шпоном. Да. Материал. Дуб. Угловой. Да. Левый. Видите, 495. То есть цена автоматически формируется. Переходим на вкладку кресла. Ну или там двигатель или кузов. Выбираем количество кресел. 1. Механизм ежедневный. Цвет белый. 595. Это мы в тесте были. И просмотр детализации цены. Значит, просмотр детализации цены работает везде, где вы настраиваете конфигурацию, кроме производственного заказа, потому что там цены нет, мы настраиваем то, что мы будем производить. Кроме заказа на покупку, там тоже цены нет, мы просто это будем покупать. А во всех остальных случаях цена считается. Значит, мы нажимаем просмотр детализации цены. Вот, открывается Excel. И мы тут видим модель D кожа 300. Элемент цены. Автоматически рассчитывается процент. Это удобно, потому что он показывает долю в стоимости общей комплекта мягкой мебели, показывает, какую стоимостную долю составляет тот или иной элемент. Его, соответственно, можно убрать, переформировать, распечатать на принтере, отдать клиенту, он пойдет домой, подумает над вариантами. То есть это очень удобно. Доля в конечной цене. Да, то есть вот эта общая цена 595, в ней, видите, половина – это модель D кожа. 16% кресло. Если кресло убрать, будет минус 16%. То есть это в общей стоимости 595, вот такие процентные соотношения. Это стоимость. Так. Дальше. Это у нас модель цены была. Соответственно, валютная модель то же самое. Это я тут не донастроил. Ага, вот, доллар выбрали, текущая модель доллар. Соответственно, вот $2, $12 и так далее. То есть, если у нас в заказе на продажу будет выбрана валюта гривна, а модель в долларе, то система автоматически пересчитает в гривну по текущему курсу. Ну, из любой валюты в любую. То есть, соответственно, модель может быть задана в любой валюте. Теперь следующий компонент – это критерии модели. В системе есть справочник, валютные курсы. Там записи – это валютные пары из гривны в доллар на такую-то дату. Типа неограниченно. Ну, это мы немного ушли в сторону, да. Есть основной тип. Наш собственный, коммерческий наш. Типы курсов, ну там есть они дефолтные, которые используются для всех случаев. Ну, есть бюджетный курс, можно использовать другие типы курса. Ну, да, можно создать. Дальше, критерии модели цены. Вот здесь, смотрите, здесь у нас берется модель, модель цены, тип заказа, это тот документ, вот у меня тут, смотрите, sales order, это заказы на продажу, используется основная и валютная цена, используется в заказах на продажу, а для заявки используется в quotation type customer, то есть это в предложение на продажу. Ну вот, например, создадим новую, назовем ее как-то. Первое, выбираем обязательное поле модель цены. Вот наша есть модель основная. И вот здесь вот важно. Здесь доступны те документы, видите, quotation type customer, quotation type prospect и sales order. То есть это предложение на продажу уже существующему покупателю, предложение на продажу новому контакту, перспективному клиенту, который еще не заведен как клиент. Просто sales order, заказ на продажу. Здесь нет еще
двух видов документов, которые я покажу, в которых используется конфигурирование цены. Почему? Потому что цены, они актуальны, они применимы только для продажи, для документов продаж. Могут выступать другие критерии. Например, тип покупателя, это сотрудник или это дилер? Или... Нет, в данном случае, это можно дописать, в принципе, несложно. В данном случае вот модель содержит следующие поля. Действует с, действует по, тип документа, модель. Но мы можем в эту таблицу добавить, например, колонку Customer и дописать, соответственно, в тот момент, когда подхватывается модель, мы можем здесь дополнительно задать условия. Это, в общем-то, несложно доработать. Все остальное здесь есть. Так, что у нас там еще? Модели цены, шаблон, версии и экспорт-импорт. Вот экспорт модели продукции, тут в принципе ничего сложного нет. Просто задаем имя файла. Только XML, да? Да, только XML. Путь, куда сохранить. Все, сформировала. Выгрузила. То есть XML файл там лежит. Ищем файл, где у нас там лежит. Вот он, XML файл лежит. Подхватили, все. Все. Тут никаких особенностей нет. Версии. Значит, смотрим версии. Вот в версиях происходит непосредственно включение всего вот этого механизма, который мы описывали, настраивали и так далее, и так далее. Значит, как происходит включение? Первая колонка, самая важнейшая. Мы выбираем продукт. Значит, обратите внимание, здесь список Product Master, позиции Product Master таблицы, только тех, у которых вот те два поля, Product Dimension Model, у которой включен Configuration и у которой вот эта вот технология конфигурирования по ограниченным таблицам. Вот только те позиции, Product Master, здесь отображаются. Вот у нас комплект мягкой мебели MM02. Значит, мы можем посмотреть настройки. Вот группа аналитик продуктов, конфиг, та, которая нужна. Всякие различные параметры здесь будут для этой всей конфигурации, для этого всего Product Master общие. Тут стандартно, тут ничего я не настраивал, только название. Вот, смотрите, утверждено, утверждающее лицо 718. Это у нас тот сотрудник, который утвердил. И активный. Значит, галка «Активировать». Если мы нажимаем один раз, у нас снимается активность. Нажимаем еще раз «Активироваться». И метод ценообразования на основе атрибутов. Это основной по умолчанию, который цены определяются значениями атрибутов. Вот у нас модель. Только с того момента, когда мы в этой таблице для этой конфигурации создали запись, задали шаблон продукта, задали дату начальную, утвердили, сказали, кем утверждено, активировали. Вот при выполнении всех этих условий наша конфигурация мягкой мебели начнет работать. Значит, как она у нас работает, посмотрим. Начнем с самого распространенного, это заказ на продажу, sales order. Значит, преднастроенный заказ, там ничего особенного в нем нет, просто чтобы не тратить время. Вот тут есть две позиции: велосипед и комплект мягкой мебели. Я эту позицию удалю и добавлю ее. То есть полностью как все происходит. Создается новый заказ, выбираем клиента, делаем добавить строку. Значит, здесь выбираем тот Product Master, комплект мягкой мебели, который мы настроили, для которого есть активная версия и который действующий. Есть в меню «Продукты. Поставка» мы выбираем пункт «Конфигурировать строку». Обратите внимание, что вот этот пункт меню, он будет серый, недоступный для всех случаев, кроме когда у нас в коде номенклатуры выбран правильный Product Master. То есть выбираем правильный Product Master со всеми настройками, здесь этот пункт активен. Если он не активен, значит там что-то не так настроено, не тот выбран Product. То есть вот я могу показать, если я возьму здесь, сейчас еще раз, так, любую другую позицию, не активен.
То есть это работает только для специальных продакт-мастеров, которые особым образом активированы через версии. Так, выбираем мягкую мебель и настраиваем. Вот это я показываю непосредственно в заказе на продажу, как работает этот механизм. Значит, мы идем в «Конфигурировать строку» и видим знакомый нам интерфейс. Справа, видите, рубли. Рубли – это потому что валюта заказа рубли, система автоматом пересчитывает. Ну, выбираем модель, а вернее коллекцию. Сначала выберем, там была коллекция вначале, мы передвигали, помните, поэтому. Выбираем, например, классик. Соответственно, если зайти в модели, видите, CD уже недоступны. Соответственно, понятно, что если у нас классик, то только А и Б. Выбираем материал. Доступны оба, потому что для модели А и кожа, и ткань доступна. Берем кожа. Цвета все доступны, берем белый. Материал тоже все дуб. Переходим на кресло. Гостевой. Цвет белый. Все, видите, 1960 рублей. То есть сформировалась цена. Можем посмотреть просмотр детализации цены. Это один вариант. То есть когда мы сконфигурировали, здесь удобно. Мы находимся прямо в форме конфигурирования продукта и можем дальше менять. Посмотрели. Вот общая цена. Вот компоненты по цене. Вот проценты. Можем распечатать все. Этот файл, кстати, сохраняется в каталог, основной тоже задан в настройках, он туда автоматом сохраняется, там все лежит. Дальше. Есть. Согласились, приняли, окей. Наш вариант будет подставлен тот же, что был. Еще я не показал момент, там же в конфигураторе, если заходим, здесь все значения остались. Соответственно, смотрите, загрузить шаблон. Вот, помните наши варианты? Выбираем всего лишь варианты, нажимаем ОК. Все, значит, автоматически все атрибуты подхватываются, все это уже будет. Теперь мы еще один вариант посмотреть конфигурацию. Это стоя на строке, строка заказа на продажу, вложение. Значит, здесь есть такой вариант, видите, комплект мягкой мебели. Коллекция классик, материал шпона дуб, материал обивки кожи и так далее. То есть здесь перечислены все значения всех атрибутов, они сгруппированы по подкомпонентам. Видите, вот кресло у нас отдельно выделено. То есть если бы был автомобиль, здесь было бы двигатель, дизель, количество клапанов там, и так далее. Они все в алфавитном порядке и в соответствии со структурой дерева. Вот. Также тут есть вариант, тоже экселевский файл, тот же самый, который мы видели. Он, по-моему, там автоматически остается вложенным. Есть специфика. Значит, еще один вариант, где может использоваться этот механизм, это производственные заказы. Вот у нас заказ на производство. То есть сделали sales order и подошло время изготавливать этот комплект. Мы берем, создаем производственный заказ. В производственном заказе мы выбираем наш комплект мягкой мебели, наш продукт. Видите, а вот обратите внимание, конфигурация производства, появилась кнопка. Ее не было. То есть она появляется только в том случае, если мы выбрали Product Master с настроенными всеми вот этими значениями. Когда появляется вот эта кнопка в заказе на производство, заказ на производство, он не содержит многострочной части, потому что производить мы будем одну номенклатурную единицу, мягкий уголок в комплекте. Вот, соответственно, конфигурация производства мы можем здесь задать. Здесь кнопки цены нет, потому что здесь цена не актуальна, она не фигурирует. Вот. Это второй вариант. Дальше у нас еще можно использовать этот механизм в заказах на покупку. Purchase order. Выглядит он практически так же, только нет цены. Все то же самое. Строка, выбирается номенклатура. И в меню продукты и поставки конфигурировать строку. Появляется тот же самый диалог. Велосипед в данном случае. Тоже есть загрузить шаблон. Можно шаблоны велосипеда выбирать. Нету цены, точно так же, как и в производственном заказе. Вот. В принципе, это основные документы. То, что я рассказывал, сырье и расходные материалы, они зависят от конфигурации. В выражениях могут
участвовать значение атрибутов. Сейчас покажу, технологические операции настраиваются. Сейчас посмотрим. Тут достаточно сложная настройка. Так, возвращаемся с нашей модели конфигурации. Мягкая мебель. Правка. Значит, это компонент. Вот у нас внизу есть два компонента модели. Строки спецификации и операции маршрута. Значит, открываем строки спецификации. У нас тут в этой модели, по-моему, не настроено. Сейчас я посмотрю в другой. Так. Вот. Значит, как это работает? Мы, когда добавляем в строки спецификации строку, мы называем, что это строка спецификации, указываем код номенклатуры. Код номенклатуры – это та позиция, item, материал или компонент, или еще что-то, что будет добавлено. В данном случае это колесо велосипедное, в комплектах мягкой мебели это кресло может быть. Я знаю, почему в комплектах нет, потому что оно в субкомпоненте, вспомнил. Значит, мебель. Вот здесь, если мы выбираем кресло, вот, точно, я же помню, настраивал. Соответственно, К1 это кресло, вот у нас код номенклатуры, и мы можем, нажимаем сведения о строке спецификации. Если вы добавили BOM line строку спецификации, у вас кнопка сведения о строке спецификации не активна, вы не пугайтесь. Это надо просто сохранить запись, Ctrl-S и все, или переключиться один раз. Значит, сведения о строке спецификации. Здесь очень много настроек, но общий смысл этих настроек в принципе однотипный. Код номенклатуры. Мы выбираем кресло, то есть это дополнительный айтем, который будет включен в том случае, если вот выполняются будут условия. Здесь выбирается значение или атрибут, то есть почти везде выбирается значение или атрибут. Значение – это абсолютное значение, это мы говорим в данном случае. Берем шпон, там марка такая-то, и добавляем в BOM, в Bill of Materials, в спецификацию добавляем такую позицию. Секунду. Пожалуйста, сколько ты еще по времени? У меня такое предложение, чтобы ты закончил уже сегодня свой рассказ. Мы сегодня сделаем перерыв, обойдемся без моей второй части, и ты закончишь после перерыва. Мне минут 10. Да. То есть здесь задаются значения либо из атрибута. Вот как используется значение из атрибута. Мы берем, вот, например, количество кресел. Помните, у нас в субкомпоненте по креслам был такой атрибут количество. Мы туда записывали количество. Значит, вот здесь мы говорим значение, то есть количество включаемых в спецификацию кресел будет взято из того количества, которое укажет при конфигурировании. Вот. Единица измерения фиксированная задается. Ну и так далее. То есть здесь много очень всяких настроек, но суть их сводится к тому, что в момент, когда мы сконфигурировали вариант продукта, в спецификацию будет включен именно, она будет заполнена вот этими всеми значениями. Точно так же работает операция маршрута. Вот, она добавляется уже в данном случае на уровне комплект мягкой мебели. Видите, название, описание, оклеивание шпоном дивана. Вот это оклеивание операция, это вот сведения об операции маршрута. Здесь то же самое. Здесь мы проваливаемся, попадаем в справочник операций технологических. Здесь мы можем задать абсолютное значение, можем задать атрибуты. Все это настраивается, и точно так же будет сгенерирована строка route, технологическая операция будет сформирована. Так, есть. В которых можно использовать этот механизм. Sales order, заказ на продажу, purchase order, заказ на покупку, production order, заказ производства, sale quotation, то есть предложение о продаже в двух вариантах, customer и перспектив. Теперь ссылки. Значит, тут интересный момент, я столкнулся, когда готовился. В Гугле по строке Product Configuration Model почти ничего не дало. То есть был один пример описан, который повторялся и на котором не все компоненты были описаны. Но
по совету друзей пошел на комьюнити Dynamics.com, набрал там уже в поиске, и мне выдало огромное количество ссылок с очень полезными такими классными описаниями. Значит, это первая строка community Dynamics.com, а потом вторая. Среди тех ссылок нашел блог Dynamics AX Manufacturing Team, то есть это команда, блог команды, которая занимается модулем производства. Еще вот интересная третья ссылка, это книга аж на 60 страниц, которая продается в электронном. Минут по 10-15, тематически очень хорошо изложены, никакой воды, то есть вот конкретно раскрывают тему, и там вот я 4 или 5 видео очень полезных посмотрел. К сожалению, системный тип таблицы не удалось показать, потому что там сложный механизм, много времени займет. Но я думаю, в следующий раз можно будет показать. Там еще есть механизмы в этом внутри, которые, конечно, в одно выступление не уложатся. Ну, в общем, вопросы, у меня все. И дальше в свойства каждой товарной позиции все-таки добавить признак такой производитель, а потом, когда я вставляю строку в invoice, у меня должно работать правило производителя. Принцип такой: в любом случае мы должны системе сказать, что вот эта сущность вот с этой может сочетаться. А вот это, ее в списке допустимых сочетаний нет. Соответственно, система посмотрит, найдет, сочетается, окей, нормально. Если не найдет, нельзя. Все. То есть логика такая. Но есть два варианта. Пользовательская таблица. Так. Ага, уже слышно, там просто не было слышно. Пользовательская таблица. Это мы вручную заполняем, ее задаем колонки. А системная таблица, это мы думаем, смотрим, настраиваем, говорим, ага, это хранится вот в той таблице в таком поле, а вот это в той таблице в таком поле. И вот эту таблицу используем в качестве ограничителя. То есть те записи, которые есть в системной таблице с этими значениями полей, они сочетаются. То есть в одной записи значение поля 1А, значение поля второго 2. А2 значит разрешено. Все. Можно создавать свои таблицы. Имеется в виду, что это системные таблицы, которые в ООТе создаются, мы можем любые поля в них задавать, и мы можем к этим таблицам давать доступ пользователям. Они будут работать себе спокойно, наполнять какими-то значениями, и эти таблицы будут использоваться в качестве ограничителей. Так, Виталик, вопрос. Если нам нужны дополнительные услуги для продаваемого товара, возьмем машину. Нужно, чтобы ее еще помыли перед продажей, нанесли твердый воск и т.д. Правильно ли я понимаю, что это можно легко и быстро сделать через данный механизм? Вопрос хороший, конечно. Дело в том, что Да, но это надо подумать. Дело в том, что если использовать технологический процесс это те работы, которые выполняются по производству, то есть преобразование сырья и материалов в продукт. А айтем... Это пользовательские надо свойства задавать. Не, это скорее я бы через другое делал. Это когда мы делаем sales order, у нас будет автомобиль, позиция, это product master, в нем сконфигурировали, а следующие строки этого sales order у нас будут уже сервисные услуги. И вот надо сделать некий шаблон этого заказа, в котором мы product master автомобиль и комплект услуг с ним. Но он для этого, наверное, нет. Виталик пишет, механизм не моет машины, нет. Тогда при выставлении накладной мы получим массу проблем в Штатах, если добавлять разными строками сервис. Ну, значит, будем дописывать. Виталик, что такое non-stock item? Non-stock item. София советует. При возврате будет та же конфигурация, нужно будет те же настройки просмотреть. А вот интересно, когда с возвратом не работал с этой вещью? Вот интересно, когда мы создаем возврат по тому айтему, можно ли таким же способом пройти и просмотреть все конфигурации? Я думаю, ну да, я могу предположить, что она возьмет Product Master и возьмет вариант. Потому что Product Master с вариантом является той номенклатурой, которая двигается по сути везде. А после того, как у нас создался вариант, да, установился, мы можем опять зайти в эту форму и поменять какие-то? Да, конечно. Да. Получается, и что и в возврате мы можем, по идее, это сделать? Ну,
Должна быть какая-то проверка. Ну, интересно, надо будет глянуть. Город должен вообще подавать таблицу ранее отгруженных товаров. Виталик пишет, расчет налогов построчный, у нас новый товар с измененными свойствами, чистый автомобиль с воском по большей стоимости. Но это уже производство идет. Еще вопросы? Мне кажется, что Виталик спрашивает, это можно бом сделать. Бом? Фантомай, там, да, и чтобы там был сервис. Ну да, но тут смотря, что считать продуктом выходным. Если у нас выходной продукт помытый автомобиль и нанесенный воск, то это автомобиль полуфабрикат, воск, вода, сырье, материалы, мойка, нанесение – это технологическая операция. То самое, что не есть производство, да. Мне кажется, что там есть фантом. Не, производство это то, что... Одно дело, да, что вот если будет один сервис на этом служить бомом, потому что там действительно может в один сервис сходить много всего, если это все компания предоставляет. А сервис это как ты будешь разрешать? Сервис не можешь. Никак уже, да. Понимаешь? А нам надо, чтобы нужно было... Да, тут, кстати, чтобы укрупнялась стоимость, это уже производство, когда увеличится стоимость при переделе. Да, это одно из правил производства. Взяли сырье, сделали с ним операцию, стоимость возросла полуфабриката. Все, спасибо. Мы уже отбоевали. Перерыв. Друзья, приглашаю вас